Так, всем привет. Вот наш вылуп сегодняшний пошел полным ходом. У нас дружелюбно перепелки вылупляются цыплятами. Друзья, у меня уже есть видео от А до Я, как выводить цыплят. Посмотрите, какие прекрасные. Сейчас я вам покажу более взрослых и сразу же вернусь к этой теме. Расскажу вам лайфхаки. Вот у нас более взрослые уже товарищи. Им месяц. Питаются они у меня в чистой посуде. У них проверенные корма. Также я сам изготавливаю, дроблю на дробильном аппарате. У меня есть видео, прикреплю ссылки в шапке профиля. Пшеница, дробленая кукуруза. И даже вы можете наблюдать просу. Вот такие кругленькие шарики, видите? Вот они, кругленькие. Очень полезно для них, влияет на их рост. А снизу у меня идут перепелочки. У всех ниппельные поилки для того, чтобы пили воду чистую, в нее не гадили. Много кто говорит, зачем ты в клетке их держишь. На улице сейчас минус 10. И это, во-первых. Во-вторых, они когда подрастают уже до второго месяца, они уже будут на улице и в сарае. К этому времени уже будет тепло. И они уже будут... Им не нужен будет температурный режим, так как температурный режим я стараюсь, вот на градуснике видите, 26 градусов. Ну, это даже немножечко... много. Ну как, немного, это более чем достаточно. Вот, пьют они мне свежую воду с поилки. Елочки тоже выращиваю, но об этом немножечко позже. Вернемся к нашим цыплятам. Вот, вылупляются. Они должны сами вылупляться. Ой, ну, я не помогал все равно. Нельзя их выковыривать. Вы можете проблемно делать. Выковыривать их нельзя. Они должны сами вот так вот покидать яйцо. Вы можете помогать чуть-чуть, чтобы не было несчастного случая. Чуть-чуть пинцетиком аккуратненько убирать здесь, чтобы они могли дышать, потому что они иногда не у всех силы хватает пробить скорлупу, чтобы самостоятельно дышать. Можем здесь помогать, но это не обязательно делать. Хотя бывают случаи, что из 10... ну вот из 100% 10% может недовыбить. Вот. А нет, это не то. Вот смотрите, вот мы можем наблюдать. Вот. Не может пробиться. Надо тут пинцетом поорудовать. Очень породистая яичко. Хорошая. Можно аккуратно ногтем. Но ни в коем случае не вытаскиваем их. Мы можем повредить. Им крылья, лапки, этого делать нельзя. Вот такой вот вылуп. 19 дней им нужно лежать в инкубаторе, каждых 4-6 часов переворачивать яйца. Это как делаю я. И у меня вылупляется достаточно много. Вот сейчас они только начали за 29 число. Я заклал. И вот они уже сегодня вылупляются. Прошло 19 дней. Перепелы сейчас пойдут. Покажу, куда я перемещаю их. У вас должен быть брудер всегда. Вот такой вот брудер. Вот у меня эти товарищи тут. Я им водичку дал, они попили. Я им даю каждых 10-15 минут пить воду. Потому что, чтобы не было тоже несчастных случаев. Они могут топиться. Вы приходите, а там уже два уснули. Ну, то есть, чтобы таких проблем не было, контролируем, значит, водичку. Градусник стоит. Я тут выставляю температуру при этой. Температура все включается, при этой отключается. Обогревается лампочкой накала. Это светит постоянно, чтобы они могли свои перепелящие дела делать. Собрал я брудер вообще вот из стереодура. Тряпка, он лежит снизу, тоже стереодур, также поддон. И это обычно как бы
корзина, да, ящик для картофеля. Очень даже неплохо получилось. Кусок ДСП и провода. Также могу порекомендовать вам иметь в хозяйстве вот такой вот бесперебойник. Очень дешевый. Где-то в районе $40 вы можете его купить. В нем даже маленький аккумулятор встроен, но я его извлек и установил вот такой вот большой дядьку, вот такого вот на 77 ампер-часов. У меня от него работает, значит, брудер. Это если выключает электричество, и я в этот момент сплю, чтобы беды не произошло. Потому что перепелки уже даже при 30 градусах могут замерзнуть. И того. Инкубатор у меня работает. Вот тоже перепелочки у меня месячные бегают. Инкубатор у меня работает от таких вот двух аккумуляторов. И это уже помощнее бесперебойник на 1000 Вт. И, соответственно, ну, сюда еще можно вот его показатель, если кому интересно. Такой стоит $200. Также у меня есть 2 солнечные панели. Начинал с одной, чтобы всегда были заряжены аккумуляторы. И вообще такой парень запасливый. У меня вот тут 4 аккумулятора, еще 2 стоят на дом. Вот эти 4 на запасе. Здесь стоит. В случае чего, чтобы можно было брудеры запитывать. Вот. Чтобы у них температурный режим тоже сохранялся. Я только такими градусниками пользуюсь. Они простые, элементарные в работе. Здесь у нас пара цыплят сидит, боже. Пара цыплят, а уже столько после них осталось. И это всего лишь за день. Да. Кормлю их хорошо. Вернемся немножечко к альтернативному питанию. У вас должны быть солнечные панели. Для того, чтобы не накручивать, что, казалось бы, вроде бы, ну, сейчас у меня эксплуатируются там нормальные аккумуляторы. Все же 36 киловатт я солнечных панелей намотал, но все же экономия есть. Ну да, я согласен, кислотно-свинцовый это дешевый вариант. Литий лучше был бы, но как есть. Значит, надо контролировать в этом инкубаторе всегда водичку, вы должны подливать. В принципе, могут и без водички вылупиться, и вообще без вашего вмешательства. Положили, забыли. Через 19 дней приходите, там цыплята. Через 16 дней пришли, тут перепелята уже бегают. Но лучше все-таки яйца переворачивать, подливать воду. За 6 дней до вылупа стараться... Вот сюда вот иди. За 6 дней до вылупа нужно постоянно активно мочить и смачивать яйца. Ну, вот пульверизатором обычным, вот таким вот. Пшикайте теплой водой, не холодной, чтобы перепадов температуры не было. Еще раз напоминаю, цыплятам не помогать вылупляться, вы можете повредить их или вообще погубить. Это делать нельзя. Вот, такой инкубатор можно купить для старта где-то... Ну, вот оно хромает от 30 до $50. Вот такой инкубатор покупайте, он простющий. У него тоже датчик стоит. Вообще можно такой самому собрать, будет дешевле, но я не стал париться. С такого материала, кстати. И с монтажной пены слепливать все можно. Вот тепловые элементы идут, коврики такие для пола. 80 Вт в час тянет этот инкубатор. Если вы его используете на полных мощностях в начале. Потом он там тянет вообще ерунду. Если он у вас стоит в тепле, у вас такого аккумулятора на часов 10 хватит. Потому что 80 Вт он постоянно не... Он сейчас дойдет до пика, и потом он вообще ерунду тянет. Буквально чуть-чуть. Температуру я ставлю, что для перепел, что для кур, не снижая, не повышая. Вот просто оставил вот 37 как есть и забыл. Вот 37,3. Это самая моя топовая температура. Откуда я ее вообще взял вот и начал использовать? Потому что в больших производствах, в цехах никто так не возится. Что там сначала 38, 3 дня должна быть температура, потом вы ее понижаете на 1/10. Там. Я такой ерундой не занимаюсь. Я вот взял этот пример европейский и по нему уже выращиваю птицу. И как видите, это не все мое добро, конечно же. Их гораздо больше у меня. И у меня вообще 170 кур. И все это выращено своими руками. Там я, по-моему, вот такую вот породу
закупил пару, ну там, не знаю, штук 15-20 таких птиц, потому что это редкая порода, и размножить ее редко, ее вообще никто не завозит. Это огромная такая птица вырастает. Это не бройлеры, но они весят до 5-6 килограмм. Мясо яичное. Но я курочек выращиваю, и у меня их люди просто могут прийти, взять яиц. Я птицу держу вот для яйца и все. Ну, то есть у меня исключительно для яичек птичка живет. Я им создаю все условия, как бы хорошие сначала, чтобы они могли, вот как сейчас, функционировать, вырасти. Пропойку им делаю, там у меня аптечка в углу. Все добавляю в такую штуку, и все пропаиваются от глистов, от сальмонеллы, от плазмозов, от всего, что только возможно. И все живы, здоровые. Вот, когда они проходят всю пропойку, я их отправляю в общак, уже когда им 2 месяца. Они уже тусуются там в тепле, а когда уже тепло приходит, они и травку щипают, ходят, и ну все на свободном выгуле. Чтобы их коты не обидели на улице, и чтобы вообще их никто не обидел, потому что когда они маленькие, это у нас бывают птицы здоровые летают, могут прилететь, обидеть, обделить в еде. Вот я стараюсь содержать уход. Кто-то говорил, перепелку тогда взрослую зачем держишь? Перепелка — это такое дикое существо, я вам скажу, очень буйное. Им нужен минимальный свет. Они друг друга лупят при сильном свете. Они могут убежать, их могут там коты оприходовать, поэтому эта птица, к сожалению, от и до живет в клетках, и с этим ничего не сделать. Вот у меня такие перепелиные яйца получаются. В последнее время огромные, я уже показывал сравнительно даску с яйцом. Подпишитесь на канал, я вот скоро взвешу яйца и, в общем, покажу вам рознь. Друзья, занимаюсь выращиванием елочек. Вот. Очень клевая тема, я вам покажу рецепты все, какими пользуюсь. Вам эта тема зайдет, быстро растут. Вот, потом их тоже ко всем елочкам на улицу. Такое вот у меня хобби. Еще, когда покупаю дрова, и всем настоятельно рекомендую покупать их официально, чтобы у вас не было проблем, чтобы у вас все чеки были. Вот, у меня был пенек, я так ровненько пилой порезал, вот тут зашлифую, где-то лаком вскрою, для чашечки очень удобно поставить там возлюбленному или возлюбленной подарить, кому как. И у меня после этого вообще там, когда отработка остается, вот, видите, тырса, я так чуть-чуть возьму для примера, вот этим товарищам вот так вот посыпаю, чтобы они до такой хорошенькой постилочки сидели. Вот. У меня такие вот идейки есть. И как видите, я их просушиваю на печи. Вот. Сейчас дрова экономлю. Дрова нынче очень дорогие. Официальные. Вот. Всех кормлю натуральным продуктом. Корма только проверенные. Но опять же говорю, я их перелопатил столько, этих кормов, и я не могу говорить, что корма прям это круто. Да, в них есть частично кальций. Вот. Есть в этих кормах кальций. И та же кукуруза, тут видно, добавляет мел. Здесь какой-то есть процент даже масла. В общем, там есть кое-какие элементы для того, чтобы они могли быстрее расти. Но так-то я им раз в день всего лишь корм даю, а так постоянно они у меня едят кукурузу, пшеницу, просто ячмень дробленый, все. Дробилка у меня улетная, там за 10 минут 50 килограмм дробит. Мощность там 3,5 киловатта, по-моему, чтобы вам не соврать, точно не помню. Но я обязательно сниму обзор. Я уже снимал обзор, еще свежий сниму, покажу вот реально большие объемы. Я сейчас думаю кукурузы подробить, и вам станет очень интересно это. Вообще подпишитесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Первым шагам независимости. Меня очень интересно, подписывайтесь, много получите интересных знаний. Вот. Также у меня есть телеграм-канал бесплатный, где вы можете получить бесплатный совет от любого мастера. Все мы там, конечно же, кто год, кто 2, кто 3 в этой теме, кто 4, кто 5, кто 10 лет, кто в бизнесе таком, вам могут дать совет. Мы все делимся опытом, потому что кто нам, как не мы, друг другу подскажет. Спасибо за просмотр, друзья. Если бы вам было интересно, подписывайтесь ко мне на канал. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки.